Я всех приветствую на канале Кинорассказ. Сегодня у нас на кинопересказе фильм «Кудряшка Сью» 1991 года. Погнали! Билл Денсер и его 9-летняя дочь Сьюзан, по прозвищу Кудряшка Сью, живут на улице, добывая средства к существованию мелкими аферами. Билл говорит, мы это делаем, не нарушая законы. Точнее, не нарушая хорошие законы. Ударь меня так сильно, как сильно ты меня любишь. Однажды Билл инсценирует небольшое ДТП, притворившись, что его сбила машина. Водителем этой машины оказывается адвокат по разводам Грей Эллисон, преуспевающая незамужняя женщина. Грей в качестве извинения угощает Билла и Сью ужином. Вскоре на той же подземной парковке Грей снова сбивает Билла. На этот раз по-настоящему. Из чувства вины она забирает Билла и Сью к себе домой, что сильно злит ее бойфренда, Уолкера. По его мнению, Грей не должна была позволять бездомным манипулировать собой. Нужно было просто дать немного денег и оставить их на улице. Для Сьюзан и Билла начинается другая жизнь. Чистая постель, домашняя еда и уют. Но Грей обеспокоена уровнем развития Сью. В 9 лет ребенок не умеет читать. Сью поражает людей тем, что произносит по буквам сложное слово «асфиксия», но не может проделать то же самое с простым словом «кот». Билл намерен уйти и продолжает прежний образ жизни, но Грей уговаривает его остаться. Оставайтесь сколько захотите. Простите. Так как она уже привязалась к девочке. Она покупает для Билла и Сью новую одежду и ведет их в ресторан. Но Уолкер унижает и оскорбляет Билла в ресторане, и тому вместе со Сью приходится уйти. Поссорившись с Уолкером, Грей выскакивает на улицу и присоединяется к Биллу и Сью. Они умудряются весело провести вечер. Билл и Сью, великолепно сработавшаяся пара опытных уличных аферистов, демонстрируют пораженному адвокату-теоретику, как они умеют находить способы вкусно поесть и комфортно устроиться на ночлег, даже живя на улице. Позднее Билл признается Грей, что на самом деле Сью ему не родная дочь. Он случайно встретил ее мать во Флориде, и после того, как женщина скоропостижно скончалась, Билл стал сам заботиться о девочке, которую полюбил как родную. Когда он потерял работу и деньги, то не смог заставить себя отдать девочку в приют и забрал с собой в скитание по стране. Грей проникается уважением к Биллу и решает и далее помогать ему. Пока что жизнь продолжает налаживаться. Билл устраивается на приличную работу и планирует отдать Сьюзан в школу. Но отвергнутый Уолкер начинает мстить Биллу и Грей. Он звонит в комитет по правам ребенка, Билл оказывается за решеткой, поскольку никогда официально не получал опеку над девочкой, а Сьюзан в детском приюте. Но Грей – высокопрофессиональный адвокат, и использует свои связи и даже прибегнув к шантажу, принуждает одного из своих клиентов, мистера Арнольда, подготовить необходимые документы для оформления опекунства над Сьюзан и вносит денежный залог, чтобы Билла Денсера выпустили из камеры. Тем временем Уолкер собирается встретиться с Грей в той же подземной парковке. Но Грей, поняв, что именно Уолкер из-за мести подставил Билла и Сью, ударяет его о стену своей машиной. Грей, Билл и Сьюзан соединяются и живут как настоящая семья. В конце фильма Грей бросает свою работу адвоката, меняет утонченный Mercedes 500 SL на работягу Jeep Cherokee. Сьюзан, выросшая на улице и давно научившаяся никого и ничего не бояться, испуганно делает первые шаги по лестнице к дверям незнакомой и непривычной школы. Ей вслед, как и всем остальным детям, машут руками оставшиеся у машины родители. Когда идут финальные титры, Грей, Билл и Сью гуляют по улице, как обычная американская семья. Несмотря на довольно краткий пересказ, я все равно рекомендую посмотреть тебе этот фильм. Все равно ты и твоя семья получат огромное удовольствие от просмотра. Спасибо, что посмотрел этот ролик. Увидимся в новых видео. Не забудь поставить лайк этому ролику и пока.